Здоровье жителей нашего города – это его будущее, а своевременная профилактика – залог хорошего здоровья. В столице Урала уже 25 лет работает МАО «Городской центр медицинской профилактики». И не просто работает, а выполняет государственное задание, сохраняет человеческий потенциал. Как это удается? Посмотрим на структуру городского центра медицинской профилактики Екатеринбурга. В штат центра входят не только врачи-эпидемиологи и гигиенисты, но и специалисты с высшим немедицинским образованием. К основным направлениям деятельности врачей центра относятся снижение общей смертности, первичная профилактика, санитарно-эпидемиологический контроль, обеспечение вакцинами, оценка гигиены труда, психологическая помощь, повышение статуса и уровня образованности. Эффективная деятельность нашего центра невозможна без межведомственного подхода. Мы тесно сотрудничаем с администрацией города Екатеринбурга, а также со множеством организаций и учреждений города. Работа активно была начата в 2015 году в рамках Национального года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 2016 и 2017 были созданы новые дорожные карты, и их структура содержит следующие направления. Популяционные исследования для определения приоритетных направлений и краткосрочной оценки результатов. Популяционная профилактическая работа по снижению распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний. Скрининг неинфекционных заболеваний и вторичная профилактика. Данная структура рекомендована Министерством здравоохранения Российской Федерации. Благодаря проделанной работе нам удалось разработать нормативную базу, а также лично заинтересовать сотрудников различных ведомств. По каждому фактору риска велась отдельная профилактическая работа с населением. Профилактика артериальной гипертонии. С 2015 года проводится работа с населением по выявлению повышенного артериального давления. Охват населения по акции «Узнай свое давление, прояви заботу о сердце» составил 45 256 человек. Повышенное давление выявлено у 18,7%. По данным популяционного исследования, в динамике за 2 года мы наблюдаем рост распространенности повышенного артериального давления, что также свидетельствует о повышении информированности населения в проблемах в состоянии здоровья. Выявляемость артериальной гипертонии выросла с 2014 года в нашем городе в 2 раза. Профилактика курения и употребления алкоголя. В 2017 году начата акция «ЕКБ не курит», которая будет продолжаться и в 2018 году. По данным исследования, общая распространенность курения снизилась почти на 2%. У мужчин мы видим снижение на 6%. Однако наблюдается характерная для крупных городов тревожная тенденция по повышению числа курящих среди женщин. Вместе с тем мы наблюдаем снижение употребления алкоголя как среди мужчин, так и среди женщин. Низкое потребление овощей и фруктов. На сегодняшний день этот фактор риска имеет важное значение в профилактике неинфекционных заболеваний. Мы привлекаем горожан к проблеме с помощью разных интересных способов. Например, интерактивный тест и информационная работа в торговых сетях. Однако, по данным проведенного исследования, пока нам не удалось достигнуть существенных результатов. Эта проблема оказалась серьезнее, чем мы думали. В наших планах разработать новые подходы к популяризации употребления овощей и фруктов. Профилактика избыточного употребления соли. Меня зовут Джон, я повар во французском ресторане. Моя еда прекрасна, а они берут и досаливают. Это же так вредно. По данным нашего исследования, женщины стали прислушиваться и меньше досаливать пищу. Пропаганда физической активности. В рамках дорожной карты был создан проект «Зарядка со звездой». Проект поддержали известные лица города: Андрей Рожков, Сергей Корякин, посол чемпионата мира по футболу, Александр Копылов с Вороной Капой и другие. Зарядки рекомендованы к реализации в образовательных учреждениях, офисных центрах и на промышленных предприятиях. А наша городская ярмарка движения уже 3-й год выполняет первую стратегию ВОС «Встань со своего кресла». В
В 2017 году по инициативе Железнодорожного района и поддержки городского центра медицинской профилактики была проведена всероссийская акция «На работу на велосипеде». Благодаря постоянной активной информационной работе, повышению доступности физической активности в городе, по данным исследования, почти на 10% увеличилось число екатеринбуржцев с высоким уровнем физической активности. Вечером в парке не протолкнуться. Народ просто одержим спортом. Бегают, прыгают, подтягиваются на брусьях. Подростки качают бицепс и трицепс, рядом тети занимаются йогой. Даже карапузы устроили гонки на своих трехколесных драндулетах. Профилактика избыточной массы тела. Наша задача – научить население рассчитывать свой индекс массы тела, знать и, если нужно, изменять его значение. На основании проведенного исследования мы увидели тенденцию снижения избыточного веса у мужчин и связываем это с популяризацией занятий спортом. Одним из ведущих направлений деятельности центра является работа с медицинскими учреждениями. Ежемесячно в Екатеринбурге проводится субботник против рака, где выявляемость онкологических заболеваний в 2 раза выше, чем при диспансеризации. Все это стало возможным благодаря разработке организационного стандарта работы в рамках краудсорсинг-проекта «Моя поликлиника». В нашем центре регулярно проходит школа участкового терапевта, школа для медицинских работников образовательных учреждений, клуб вакцинологов. Наша профилактическая деятельность строится на принципе разграничения целевых аудиторий. 10% в структуре жителей нашего города составляет студенческая молодежь. Мы разработали уникальный проект «Здоровый студент». Сейчас в нем принимает участие 27 учебных заведений с охватом более 28 тысяч человек. Мы регулярно проводим исследования по изучению факторов риска неинфекционных заболеваний у студентов для определения основных направлений информационной работы. Студентам демонстрируются профилактические видеолекции, ведется работа в соцсетях. Для пожилых людей наш центр проводит целый ряд мероприятий. Это и душевные встречи во всех библиотеках города, университет здоровья 3-го возраста на городских выставках, квест «Бабушкина комната», которая знакомит посетителей с признаками и методами профилактики деменции. Общее число контактов по профилактике неинфекционных заболеваний в 2017 году составило 282 068 300 человек. Наш сайт профилактика.ру в прошлом году посетило 161 тысяча человек. Общее количество просмотров в наших социальных сетях «Здоровый город Екатеринбург» составило 219 558 905. На базе городского центра медицинской профилактики работает музей гигиены. В 2017 году его посетило 3108 человек. Более того, мы привлекли дополнительные материальные средства в бюджет здравоохранения в сумме 11 809 000 рублей, что позволило увеличить бюджет центра на проведение информационной работы на 130%. В 2017 году в Центре медицинской профилактики была разработана медиастратегия, которая позволит значительно повысить эффективность проводимой работы в дальнейшем. Для нас важно оценивать и анализировать результаты проделанной работы. Мы считаем, что внесли свой вклад в увеличение выявляемости артериальной гипертонии, снижение заболеваемости жителей города инсультами с 2015 по 2017 год на 34%, а инфарктами миокарда на 16%. Впервые за многие годы показатель общей смертности в Екатеринбурге составил 10,7 промилле, что ниже уровня 2016 года и значительно ниже областного и федерального показателей. И в этом году городской центр медицинской профилактики празднует свой 25-летний юбилей. И в заключение я бы хотел поделиться нашим девизом. Наибольший успех – это тот, который мы не можем увидеть. Это все те, кто не пострадал от заболеваний, предупрежденных профилактикой. Городской центр медицинской профилактики. Здоровая нация. Будущее страны.